Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Добро пожаловать на новое видео. И сегодня в этих потрясающих цветах, лучах заката мы обсуждаем новый альбом Бейонсе «Cowboy Carter». Вторая глава все еще не совсем понятно, какого проекта Бейонсе. Первый у нас, конечно же, был «Ренессанс», на который есть обзоры, который попал в топ-10 лучших альбомов года. По моему мнению, этот ролик тоже можете посмотреть. И, наконец-то, вот сегодня нам представили вторую главу, главу более близкую к дому Бейонсе, к ее родному Техасу, где стилистически, визуально Бейонсе вроде как врывается в жанр кантри. Все об этом свидетельствует, начиная от ее первых синглов, заканчивая обложками, но к этой теме мы вернемся немножко попозже, потому что к жанру есть вопросики. Ну а мы, как обычно, обсудим каждую песню по отдельности. Их очень много, но там очень много при этом каких-то интро, вставок коротких, про которые мне, естественно, нечего сказать чего-то конкретного, но песен все равно много, поэтому, опять же, кратко по ним пробежимся, насколько это быстро будет сейчас непонятно, и перейдем потом к выводу по альбому, где я, конечно же, поставлю оценочку. В общем, все как обычно. Песен много, поэтому давайте сразу начинать. Трек номер 1 American Requiem, и мне показалось, что для старта альбома это просто пушечная, великолепная композиция, очень насыщенная, мощная, харизматичная. Такое, вот знаете, прям четкое, яркое заявление о том, что вот это новый альбом, давайте вы все его будете слушать, все внимание на Бейонсе, прозвучало круто, как для опенера альбома. Мне кажется, этот трек справляется просто на 10 из 10, и сама песня мне тоже очень понравилась. Трек номер 2, и тут уже у нас начинаются сюрпризы, потому что композиция под названием Blackbird оказалась, собственно, кавером на Beatles. Если кто не знает, то Blackbird — это такой некий гимн Битлов в движении за гражданские права темнокожих. Он был написан под эмоциями на эту тему, и вот как бы эту тему взяла на себя Бейонсе для того, чтобы раскрыть на альбоме с такой тематикой. Я понимаю ее выбор, но, если честно, послушав композицию, я бы не сказал, что без нее альбом стал бы хуже или что она вообще как-то необходима в рамках данной пластинки. Но есть и есть. Третий трек «16 Carriages» выходил до альбома как B-сайд к Texas Hold'em, и на эту песню у меня есть письменная рецензия, поэтому я просто вас отошлю к ней. Если что, ссылка в описании. У меня есть отдельный канал, где я пишу рецензии на что-то, на что я не снимаю ролики, или на синглы, на которые я тоже не снимаю ролики, поэтому можете дополнительный материал читать там. Трек номер 4 «Protector». Красиво, мило, но как-то не особо выделяется. Да, я понимаю, что это композиция про дочку, и тут у нас первое появление Руми Картер, которая тоже по следам Блю Айви, еще будучи младенцем, уже появляется на каких-то крупных альбомах, причем появляется с фитом, то есть как отдельный артист. Но при этом песня такая, средненькая. Пятые и шестые композиции My Rose и Smoke Hour Уилли Нельсон — это интро, по ним сказать нечего, но, опять же, это нас отсылает к тому, что казалось, что будет на этом альбоме, и оно и случилось. Это то, что частично оно построено как автомобильное радио. И да, в этом что-то есть, вот эти вставки, они звучат прикольно. На этом этапе еще альбом неплохо настраивают. И дальше у нас как раз-таки вот тема радио. Мы идем к Texas Hold'em, это заглавный сингл с данного альбома. На него у меня тоже есть письменная рецензия, ссылка внизу. Но повторюсь, что мне не очень понравился этот трек. Это, такая, знаете, да, заставка из «Веселой фермы». Песня, которая собирает в себе вообще все клише, которые могут быть о кантри, причем, наверное, даже клише кантри со стороны человека, который не живет в Америке. Вот, наверное, вот я как европеец, вот, наверное, для меня клишированное кантри звучит как-то так, и вот, вот оно так и звучит. 8-й трек Bodyguard, и он, по сути, продолжает тематику вот этой радийной кантри-попсы, что ли. При этом трек как будто бы звучит хорошо, слушается довольно легко и приятно, но, опять же, слишком простая она. Ну вот, опять же, я, как говорил, продолжая тему Texas Hold'em, но если выбирать из них двух, конечно, я выберу Bodyguard, потому что она звучит, поинтереснее, поразнообразнее, что ли, то есть как будто к ней подход все-таки был больше как
ну, такой, знаете, кантри-поп песни, вот она как-то так звучит, и за счет этого слушается посерьезнее немножко, чем Texas Hold'em, поэтому в битве радиочастушек я, конечно, выберу вот эту. И 9-ю и 10-ю композицию объединяю вместе, потому что это интро Dolly P и кавер на Jolene, о котором в целом уже давно было известно, инсайдеры сообщали об этом еще в 2022 году, и вот, собственно, оно. В интро у нас какая-то голосовая заметка о Долли Партон, которая вспоминает ту самую легендарную Becky with a Good Hair. Ну и кавер на Jolene, честно, мне вообще не понравилось. Возможно, я очень сильно уважаю оригинал, но в исполнении Бейонсе эта песня как будто перестала работать. Я в целом могу понять изменения текста, который претерпела эта композиция, с более такого, знаете, приниженного, что ли, уровня на что-то более феминистическое, но, во-первых, я считаю, что вокально Бейонсе в этой песне было, ну, немножко too much, скажем так. А замена строчек звучала не очень органично, ну, потому что, когда песня настолько легендарная, ее как бы все знают полностью весь текст, очень сильно заметны все изменения, которые не всегда хорошо ложились на текст этой песни, и за счет этого она какой-то свой, вот знаете, неповторимый легкий шарм такой вот разбитой женщины, которая, по сути, чуть ли там не устраивает мольбу к противнице, она теряет свой такой вот очень легко уловимый шарм. Потому что Бейонсе сделала эту песню как будто немножко более агрессивной, что ли. И в этот момент, лично для меня, она просто перестала работать как песня. Хотя я не против того, чтобы артисты, делая каверы, делали их под себя, и много хороших примеров есть на этот счет. Мое прошлое видео, например. Но конкретно тут это больше было похоже на караоке, когда, вот знаете, заела телевизор, на котором показывается текст, и женщина, которая хорошо поет, начала что-то от себя немножечко выдавать, и получилось как-то так. И 11-й трек Daughter, он, по сути, как, опять же, такая небольшая новая секция, он продолжает тему Jolene, потому что тематически песня похожи, и некоторые ее какие-то вот рифмы, фразы, аллегории вызывают улыбку. Вставка на итальянском мне не понравилась вообще, как будто вы вообще из другой песни, поэтому, наверное, эта композиция для меня тоже сыграла все-таки больше на минус. Песня номер 12, «Спагетти». Что это вообще такое? Это как будто у нас тут заиграла неизданка с альбома Картеров, ну, который Бейонсе и Джей-Зи вместе делали. Я не очень понимаю, как она относится к тематике этого альбома, особенно учитывая, что она зажата между такими очень понятными кантри-песнями. И да, она вроде как пытается это обыграть еще в начале песни, что вот жанр — это вообще ничего, и я там Бейонсе, и до альбома она заявляла, что это не кантри-альбом, это альбом Бейонсе. Но давайте честно, мне вот эти ее громкие заявления, попытки показаться чем-то вот эфемерным и больше, чем она есть, на меня они не действуют, и это все равно воспринимается как альбом, на котором Бейонсе хочет делать кантри, потому что, во-первых, кантри сейчас как жанр просто в ренессансе, такая игра слов у нас сегодня, да, переживает просто свой пик с артистами, которые добились невероятных успехов, вроде той же там Кейси Масгрейвс, Зака Брайана, да даже, господи, прости, Моргана Уоллена и его рекорды постоянные, поэтому да, у кантри сейчас все хорошо, и попытка Бейонсе зайти в эту категорию, она не кажется чем-то, знаете, супер groundbreaking. Это, по сути, ну, Бейонсе, которая следует трендам, которые уже задали несколько лет назад до нее. Поэтому все ее вот эти «я больше, чем какой-то жанр», «я Бейонсе», «я больше, чем...» Ну, камон, давайте серьезно. Эта песня просто не подходит на этот альбом, несмотря на то, что у нас дальше в этом альбоме будут песни, которые уходят в совсем какие-то нишевые кантри-истории или сочетают в себе несколько других жанров, «Спагетти» все равно остается вот этим, знаете, одним каким-то уродцем на альбоме, который вот хрен пойми к чему вставили. Поэтому я даже после нескольких прослушиваний я так и не понял, к чему оно тут. 13-я песня Alligator Tears. Грув песни в целом хороший, звучит тоже интересно. Не сказать, что как-то супер креативно, но в целом песня хорошая. Дальше у нас идет интерлюдия Smoke Hour и песня Just for Fun, которая для меня, честно, просто осталась какой-то не очень понятной. Наверное, не хотелось бы видеть ее на альбоме, в котором и так очень много композиций, но вот она как бы есть. 16-я композиция Most Wanted.
Ничего ж себе. Привет, Майли Сайрус. Как дела? Как твои вечные каникулы? И если честно, я до последнего не верил, что такая коллаборация в целом возможна на этой планете, но, видимо, пути Columbia Records, на которые подписаны обе Бейонсе и Майли Сайрус, неисповедимы. Columbia Records, просто я готов вам кланяться в ножки. Огромное вам спасибо за все то, что вы делали с Майли Сайрус и делаете дальше. Просто спасибо вам большое. Обожаю. Ну и что, прозвучало это в целом красиво. Мне почему-то всегда казалось, что голоса Бейонсе и Майли Сайрус абсолютно несочетаемые, просто, ну вот нет никакой возможности, что это прозвучит хорошо, и они вот будто из разных миров, но, честно, в припеве они звучат прям вот волшебно вместе. По поводу куплетов я, если честно, не уверен. В целом песня очень даже неплохая, солидная, но, наверное, да, на куплетах мне чего-то не хватило, наверное, большего. 17-я композиция Levi's Jeans, и тут у нас тоже необычная коллаба. Привет, Post Malone, как дела? В целом, видите его на этом альбоме, наверное, еще более неожиданно, чем увидеть Майли Сайрус. Но слушайте, прозвучало неплохо, и Пост тоже в этой песне, мне кажется, показал себя очень даже хорошо, необычно. Может быть, выбор темы и бренда джинсов не самый креативный, но, слушайте, все очень даже хорошо. 18-й трек «Фламенко» тоже почти интерлюдия, поэтому сказать по ней особо нечего. The Lyndon Martell Show то же самое. И 20-й у нас трек «Я-Я». Вернемся к теме неожиданности. Вот чего-чего, а сэмпла Good Vibrations от Beach Boys я тут вообще, ну вот точно никак не ожидал. И, боже мой, как это великолепно. Музыкально, вокально, по оформлению, по его игривости, по неожиданным ходам. Да, эта песня, это больше какая-то, знаете, экспрессия, чем какая-то супер обоснованная песня. Но эта эмоция, вот это как будто, вот этот полет фантазии, он тебя настолько пробивает и мощно работает, что усидеть на месте во время этой композиции просто невозможно. Вот конкретно от этой песни я бы сказал, что я просто остался в восторге. Дальше у нас опять интро О Louisiana, еще одно интро Desert Eagle, ни о чем. 23-я композиция River Dance. И вот тут у нас снова интересно, потому что тут началась такая смесь нового альбома Cowboy Carter, Country и альбома Renaissance. То есть у нас тут такое танцевальное диско-кантри, я бы сказал, и качает, звучит, правда, круто, мне очень понравилась композиция, мне есть как будто такой, знаете, немножко пленящий, что ли, вайб, она тебя как будто завораживает, и прям вот хочется ее слушать и слушать, что-то в ней вот есть такое немножко магическое. И то же самое я могу сказать по поводу 24-й композиции Two Hands to Heaven, наверное, так, ну или просто Hands Heaven пусть будет. Тоже она такая очень минималистичная, что-то между Ренессанс и Ковбоем, но звучит настолько вкусно и стильно, что мне вот просто безумно понравилось. И в целом вот эта вот ее связка Ренессанс и нового альбома в виде вот этих двух песен, я считаю, сработала потрясающе, обе великолепны. 25-й трек называется мощно «Тиран». И это уже ближе к типичному стилю Бейонсе, что мы от нее можем слышать, типа там какого-то Urban R&B. В целом неплохо, я не могу сказать, что у меня эта песня вызвала какой-то супер восторг, как был на нескольких треках до этого, но в целом градус альбома удерживает неплохо, и песня тоже очень даже достойная. 26-й трек Sweet Honey Buckin'. Она тоже для меня стала очень непонятной в рамках этого альбома. Тут и по звучанию, и по стилистике случился, какой-то перебор. И особенно это немножко печально звучит, потому что это почти финал альбома. И вот возникали у меня все вот эти вопросы до того момента, как я не открыл продюсера этой песни, а это Фаррелл Уильямс. И если вы читали мою рецензию на сингл Майли Сайрус и Фаррелла «Doctor», то я в целом уже там все сказал, что я думаю о продюсерстве Фаррелла в последние лет 10, потому что вот я считаю, что Фаррелл образца там 10 лет назад и сегодня это небо и земля, потому что его звучание очень сильно устарело, при этом Фаррелл никак не развивался за эти 10 лет, и все его песни сейчас звучат очень плохо, к сожалению, и вот тут тоже вот это случилось, к сожалению. И 27-й трек, наконец-то последний, это трек Amen.
Ну, для закрытия альбома в целом звучит нормально. Я не могу сказать, что тоже у меня какой-то случился от него супер восторг, и там какое-то супер закрытие альбома. Ну, нормально. Со своей задачей справляется, тут как бы окей. И на этом, наконец-то, альбом заканчивается. 27 композиций, да, у нас тут куча интро, еще что-то, но 27 композиций. Альбом длится 1:20. Сюда можно вместить 2 отдельных альбома было, но давайте переходить к выводам по альбому. Ну что, Cowboy Carter — это как будто очередная попытка Бейонсе что-то кому-то доказать, хотя при этом она всем пытается доказать то, что ей уже давно никому ничего не надо доказывать. Но я считаю, что ее музыка говорит немножко об обратном, и как будто ее все-таки немножко вот крижет, вот, царапает факт того, что она еще не везде себя как будто попробовала, и вот ее однажды не очень хорошо приняли в кантри-тусовке, когда у нее была композиция Daddy's Lessons на Lemonade, а Бейонсе, она такая вся из Техаса, хотя, честно, кантри в ней, ну, мало. И мне кажется, что Бейонсе действительно планировала это как альбом в стиле кантри, и все на это указывает, и основное наполнение альбома, его фиты, то, как он преподносился, но при этом у меня такое ощущение, что в какой-то момент она как будто немножко побоялась дожать до конца, уйти куда-то глубже дальше или выдать альбом совсем вот прям в стилистике кантри на 100%, и как будто она решила сыграть на опережение или как будто немножко перестраховаться и разбавить этот альбом более какими-то общими песнями, чем-то другим и необычным, чтобы у нее изначально, еще до того, ее никто за это еще даже не критикует, но чтобы наперед заявить всем, что это не альбом в стиле кантри, это альбом Бейонсе, поэтому у меня тут песни вроде «Спагетти» или там «Riverdance» или еще что-то, что как будто вот я вышла за рамки жанра, и вот я готова вообще на все, но лично для меня при этом ее вот эти попытки добавить что-то вне, чтобы выдать этот альбом как нечто большее, чем кантри, наоборот, как будто чуть-чуть отвернули от него, потому что те песни, которые сюда не подходили, но они вот и не подходят по-прежнему, потому что если их убрать, то альбом от этого только выигрывает. Я перед своими рецензиями никогда не читаю, не смотрю оценок других критиков, даже если я пишу рецензию позже, поэтому я пока не знаю, но я думаю, я не скажу какую-то супер невероятную вещь, если озвучу свою мысль о том, что я считаю, что альбом слишком перетянут, в нем слишком много композиций, и при этом на этом альбоме много лишних композиций, которые сюда просто не подходят или особо ничего супер важного из себя не представляют, и если бы его сократить, ну, на каких-то несколько интро, несколько композиций, хотя бы до, ну, штук 17, я считаю, из этого получился бы очень сильный альбом, с несколькими главами, с развитием какой-то истории, с разными стилями и поджанрами кантри, потому что тут они явно присутствуют, и это круто сделано. Из этого получилась бы невероятно сильная, суперцельная работа. И да, альбом, конечно, звучит цельно, очень собрано, тут очень хорошее продюсирование, но это как бы, камон, это Бейонсе. Я считаю, что тут на всех песнях, если брать именно общно как альбом, продюсирование, звук, миксинг получился намного лучше, чем на Renaissance, потому что на Ренессансе я в некоторых песнях ругал то, как они сведены, и как они вообще звучат, и как они оформлены музыкально. Тут этого нет, тут все звучит супер в этом плане, то есть прям видно, что постарались. Но при этом, оглядываясь на него обратно, ты буквально с первого прослушивания понимаешь, что какую-то часть альбома, где-то ну, около 40% можно смело лично для себя выкинуть, и от этого альбом только выиграет, и ты, ну, скорее будешь слушать его, чем полностью всю вот эту работу, которую представила Бейонсе, потому что, наверное, альбом прям полностью от первой до последней песни со всеми интро, со всем, что тут все происходит, наверное, replay value именно альбомный, но тут не очень сильные, и, ну, как бы, действительно, 1:20 для альбома — это очень-очень долго, и если ты не можешь прям на каждой песне выдать что-то, от чего просто, там, не знаю, уши готовы сами танцевать, то это немножко неоправданно, и я считаю, что Бейонсе свой вот этот вот заскок и попытку выдать что-то очень длинное, слишком концептуальное, слишком какое-то повествование, оно не совсем оправдалось, но при этом
На этом альбоме достаточно просто невероятно красивых, здоровских песен или супер каких-то танцевальных, очень энергичных записанных песен, которые возрождают, знаете, вот этот вот вайб музыки, которая как будто, знаете, пишется с одного дубля, когда вот человек зашел в студию, выдал какое-то просто абсолютное веселье, все то, что у него было в голове, и вот тут есть такие песни вроде «Я-Я», вроде песни «Riverdance», даже «American Requiem», «16 Carriages». В целом на этом альбоме можно, вот знаете, прям повыбирать себе конкретно песен, которые вместе, даже если поставить их просто друг за другом, будут звучать потрясающе. Но, наверное, я бы сказал, что Бейонсе чуть-чуть, наверное, подвело ее даже не эго, а, наверное, желание опять сделать чего-то еще больше, чего она не делала. То есть у нее еще не было таких длинных альбомов, конечно, с таким количеством интро. То есть у нее были альбомы, которые там разделены на 2 диска. И я считаю, что, наверное, вот тут такой подход сыграл бы как нельзя кстати, потому что в тот раз, если я не ошибаюсь, у нее двухдисковое издание было на Саше Фирс, и там, к сожалению, именно материал альбома подкачал. Я не любитель Саши Фирс, простите меня, пожалуйста. И вот, наверное, тут это сыграло бы круто, потому что у альбома есть вот прям какие-то конкретные разделения, какая-то, вот знаете, супер кантри-радийная сторона, танцевальная кантри, какие-то более персональные темы, какие-то региональные темы, там, условно, там, Луизиана, Канзас, Техас и все остальное, и это в целом бы сыграло как такие, знаете, небольшие отдельные главы, а тут глав слишком много, тут у нас очень много интро, которые тоже не всегда как будто в тему тебя подводят к чему-то, то есть, да, есть там интро, которые звучали как радио, да, это звучало круто, даже подводка Долли Партон звучала хорошо, но некоторые, вроде того же там Desert Eagle, например, All Louisiana, в целом, но они не обязательно были на этом альбоме, та же Фламенко, ну вот, песня на минуту 40. Нужна ли на этому альбому? Не особо. Как-то она переводит с одной темы на другую, тоже не особо. Вот, а потратили минуту 40 прослушивания человека. Поэтому вот в этом плане альбом немножко для меня просел, но при этом я безумно дико оценил самые такие основные хайлайты этого альбома, и за счет этого именно какое-то общее впечатление, попытка Бейонсе сделать что-то вот такое большое. Да, тут у нас замах на какие-то гражданские права, на историю, на отношения темнокожих людей в таких довольно республиканских штатах, где процветала работорговля когда-то. Да, это все звучит интересно, и заход в Бейонсе в кантри-жанр, который там условно там 15 лет назад считался там чуть ли не абсолютно белым жанром, в котором почти не было темнокожих артистов, но которые всегда присутствовали и делали что-то интересное, та же там Трейси Чепмен, например. И вот Бейонсе как будто, знаете, решила устроить дайвинг в эту тему и в какой-то момент все-таки немножечко напоролась на стену и не доплыла до финала, наверное, до вот того, чтобы довести этот альбом до блеска, но при этом я ценю ее попытку, и мне кажется, что она в целом очень даже хорошая, позитивная, и я рад, что она в нее пошла, потому что, конечно же, с продюсерской стороны звучит все великолепно, у нее тут все подобрано, интересные коллаборации, интересные сэмплы, использование интересных сэмплов, ну, то есть, условно, The Beach Boys, просто я в восторге от того, как она использовала этот сэмпл, и это говорит человек, который каждый раз воняет на какие-нибудь сэмплы, не знаю, какой-нибудь BB Rex и Ava Max и ставит им 1 из 10, есть такие у меня рецензии в этом году, кстати, можете тоже почитать, а вот тут это вкусно и приятно. Поэтому, наверное, если как-то это все закольцовывать в одно мнение, наверное, Cowboy Carter это, знаете, такой вот большой прыжок со стороны Бейонсе, когда ты почти допрыгнула, но вот чуть-чуть сорвалась. И, беря во внимание все это, моя оценка альбому Cowboy Carter от Бейонсе составляет 7.8 из 10. Я считаю, что это альбом достойный внимания, очень интересный, советую всем вам его послушать, если вы вдруг включили мою рецензию, не слушая альбом, если вам интересно было послушать, что я скажу, или там в очередной раз кого-нибудь, знаете, обосру, чтобы меня тоже потом в ответ фанаты обосрали. Но нет, я считаю, что этот альбом интересный, и послушать его надо, потому что вы как минимум, песен 5 с него для себя выберете точно. Они, возможно, у всех будут абсолютно разные, но что-то, вот какие-то бриллианты вы там точно найдете. Ну что, а теперь ваша очередь. Обязательно пишите мне в комментарии, как вам новый альбом Бейонсе, какие вам песни понравились, какие нет, как вам тематически этот альбом, как вы считаете жанрово.
почему Бейонсе боится называть этот альбом кантри-альбомом и пытается сделать из этого что-то совсем другое, и опять себя вот на какой-то пьедестал поставить отдельно от всех. Что вообще думаете? Обязательно пишите, люблю с вами общаться в комментариях, конечно, ваше развернутое мнение, потому что, знаете, плюсы такого небольшого сообщества, которое есть у меня, это то, что я знаю очень многих из вас, мне интересно ваше мнение, потому что вы у меня тоже наслушаны, интересные люди, поэтому давайте общаться, с удовольствием почитаю, не забудьте поддержать ролик желательно лайками, ну там уже как сами посчитайте нужным, не забывайте, что у меня есть канал Шоубиз, не забывайте, что у меня есть Бусти, на который вы можете подписаться и как бы, ну, поддержать меня. В целом всегда в описании есть все ссылки, что вы можете найти интересного почитать. Я завел отдельный телеграм-канал для всего, что связано с кино и сериалами, чтобы не потерять именно мои рецензии какие-то тоже, которые все в Шоубизе тоже, естественно, выходят. Поэтому да, жду ваш какой-то фидбэк. Но у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр ролика. Всем пока.